Братья и сестры, хватит это терпеть. Нужно раз и навсегда разобраться с этой ерундой. Нас же постоянно валят на собеседованиях по этой теме. Нужно твердо и четко дать ответ на вопрос, как устроен планировщик в Go. Меня, кстати, Олег зовут, я уже более 6 лет в разработке, и мы сегодня с вами подушним. Но все ради вашей пользы, чтобы на собесах потом было гораздо проще. Ну и, конечно же, щепотку кринжа я вам принес. Совсем забыл. Давай перед тем, как начнем, ты лайк влепишь, а то контент-то обещает быть жарким. А чтобы YouTube понял, что контент жаркий, нужно лайков налепить. И другим людям посоветуют потом. Начинаем. Ну и о чем же мы сегодня поговорим? Разумеется, для начала мы должны вспомнить, что такое горутина, потому что мало ли кто-то еще не знает, не слышал. Нужно прояснить эти детали, потому что иначе понятно дальше не будет. Дальше мы поговорим, в чем различность конкурентности и параллельности, тоже важная веха. Кто-то знает, кто-то повторит, тем не менее. После этого мы перейдем к чуть более душной штуке, что такое GMP и как ее применяют, этот паттерн. Потом рассмотрим ситуацию, когда кража бывает все-таки во благо и не должна наказываться. Ну и завершим все описанием того, как работают системные вызовы в гошном рантайме и сетевые. Итак, для начала разрешите познакомить вас с моим котом. Знаете, была ситуация, он как-то в Гугле у меня работал, и к нему как-то раз, давненько было, прибегает Сережа Брин, и, директор Гугла, говорит: слушай, кот, а ты случайно не знаешь, кто шарит в параллельности? А кот-то ему и говорит: дружище, не в параллельности, а в конкурентности. Он говорит: видно, шаришь, раз ты мне такие замечания делаешь. Погнали, говорит, в отдел. Смотри, у нас, говорит, такая ситуация, у нас куча кода на разных языках. Тут в основном на C++ что-то навалено, тут на JavaScript какие-то заросли, на Java наделали, на Python, какие-то беглые программисты из Microsoft на C# код наворотили. Но вот в чем беда. Весь этот код, все эти языки, они появлялись в эпоху, когда были одноядерные процессоры. А теперь у нас мир изменился, и процессоры стали многоядерные. И, кажется, вот эту вот всю мультиядерную историю к ним как-то сбоку приколотили, не супер удобно. Было бы круто что-то новенькое сделать с учетом всех этих новых реалий. И появился Go. Дело было давно, но, понятное дело, код занимался не всем языком Go, он занимался исключительно вот этой параллельностью, конкурентностью, чтобы обеспечить большую производительность этому языку. Но в пару ему дали гофера и говорит: идите разрабатывать. И началась эпоха перемен. Кот собрал команду для своего проекта и решил для начала прощупать, а знают ли они вообще какие-то основы, чтобы что-то новое, великое делать. И говорит им: а вы, ребят, знаете, в чем вообще отличие конкурентности-то от параллелизма? Или, как говорится по-английски, parallelism and concurrency. И они ему начали накидывать какой-то бред, видно, ребятки не разбирались. Но он им решил все-таки небольшой ликбез устроить. Смотрите, чуваки, вот эта история, это concurrency. У нас есть один ресурс, и двое за него конкурируют, пытаются сожрать, кто может больше. Это вот concurrency. Вот это параллелизм, потому что у нас есть два ресурса, две миски и два участника. Вот они каждый независимо друг от друга хавает. То есть вот опять же код все это дело резюмировал. Более душная формулировка выглядит так. У нас есть один CPU, и за него две таски борются, попеременно переключаясь. Это у нас concurrency. Параллелизм, два CPU, две таски параллельно, независимо друг от друга работают. Понятное дело, что в современных компах все это дело мержится. То есть у нас и CPU несколько, и на каждом CPU несколько тасок выполняется, спокойно себе конкурируя. Движемся дальше. Что еще важно рассмотреть для начала? Для начала еще тоже важно прояснить. А в чем же различие Go-рутин, которые появились в Go, от системных тредов? Казалось бы, классно жили себе на всяких там плюсах, треды создавали, кайфовали. Нафига еще одну абстракцию городить? А Go-рутины отличаются от тредов в том, что треды — это абстракция операционной системы. А горутинки — это абстракция гошного рантайма. И фишка состоит в том, что чтобы переключаться между тредами, нужно просить операционную систему это сделать. А операционная система — это тот самый компонент во всей нашей вот этой программной инженерии, который лезет в ядро. И она, по идее, при переключении вот этих вот контекста должна перейти из user space в kernel space, чтобы заменить регистры всякие в процессоре, вытеснить информацию о старом треде, занести новый тред. И все это очень дорого и хлопотно. В противовес этому горутинки, они существуют в user space. То есть гошный рантайм, он просто запущен в каком-то треде, потому что весь код выполняется всегда в треде. И он в рамках одного треда, например, сидит там, свитчит эти горутинки как свои какие-то придуманные сущности, как обычную структуру переключает там, и вообще не парится.
Вот отсюда и необходимость. Код говорит им, слушайте, сейчас, говорит, немного душно станет. Я, говорит, придумал такую вещь, как GMP. Что же это, говорит, за зверь-то такой? Смотрите, есть M. Это машина. По факту это просто структурка в гошном коде, ну, в рантайме, ни больше, ни меньше. Абстракция, которую, в принципе, можно олицетворять с тредом операционной системы. Потому что, как я уже сказал, любой код выполняется в операционке в рамках треда, никак иначе. Соответственно, вторая сущность это P. Процессор. Но это не тот процессор, на котором, ну, типа камень-то вот это, да, Intel Core i9, бла-бла-бла. Нет, это просто еще одна структура, которая по факту хранит очередь горутин и какой-то контекст, сопряженный с ними. Ну, там всякие регистры, какие-то стеки и бла-бла-бла. Ну и сами горутинки. Вот эти горутинки, они к P привязаны, и дальше по факту P отдает их на M, и они там выполняются. Вот он, типа, берет эту первую горутинку у себя, отдает на M, и вот это M выполняется в рамках треда. Ну, понятное дело, если физически, то оно выполняется на каком-то камне, ну, там, M1. Вот и все. И кот такой думает, ну, великолепную же я вещь придумал, ну, просто бери и масштабируй. И он говорит, сейчас мы вот так вот, ну, они просто будут переключаться. Так сейчас мы, говорит, ядер 100 навалим, и вообще париться не надо, все будет идеально работать. Вот он тут для примера 4 навалил, решил немножечко прощупать на чуть меньшем масштабе. Начинает всю эту историю, первый улетает на первый, второй на второй, и тут неожиданно прибегает Mutex и говорит, вы что, ребята, оборзели что ли? Куда это вы из общей очереди пытаетесь шарить ресурсы на несколько тредов? У вас тут сейчас рейс-кондишены всякие начнутся, потому что может быть ситуация, что какую-нибудь рутину случайно 2 раза взяли, какую-нибудь там не взяли ни разу. Ну, короче, хлопот будет, не оберешься, потом не разгребешь. Как говорится, где мир конкурентности начинается, там дебажить с ума сойдешь. Тогда кот приуныл немного и говорит, все, тогда получается концепция не работает, надо что-то придумывать. Уже вечерело, и команда начала набрасывать идеи. Они говорят, слушайте, босс, может локальную очередь бахнем? Ну, кот говорит, ну, слушайте, ребят, бахнуть-то мы обязательно бахнем, когда все сделаем. А что, если мы локальную очередь сделаем? Ну и команда, конечно, оценила идею босса и говорит, ну, это просто великолепно. Давайте. И намутили 4P. У каждого своя вот эта очередь, и они как бы независимо друг от друга существуют. Вот они начинают выполняться, и все замечательно. Mutex уже не нужен, потому что они берут только, ну, как из одной очереди для одного треда. Они друг другу не мешают. Еще чуть больше завечерело, они наткнулись на corner case. Ситуация следующая. Вот этот вот P первый, там горутинки были какие-то легковесные, и они достаточно быстро разгреблись. И, казалось бы, что делать-то? У нас получается целое ядро, в рамках него тред простаивает, какая-то фиговая утилизация ресурсов. Что делать? Коты говорят, у нас, говорит, проблема, тред голодный, жалуется. Надо его как-то накормить, говорит кот. Но как это сделать, босс? Не понимает команда. И тут кот вспоминает такую вот историю. Он как-то раз с собакой с одной жил и говорит, но пока кот разбирается с бэклогом гошного планировщика, самое время влепить лайк ролику, если еще этого не сделал, и подписаться на канал. Я помню, знаете, какая ситуация была? Собака, когда, говорит, сжирала свою еду, начинала, говорит, у меня подъедать. Половину еды точно. Вот он ее вспомнил и говорит, давайте-ка отберите у других. Ну и придумали такую схему. Давайте, говорит, у какого-нибудь P отберем половину. Mutex приходит, разумеется, половину этих горутин, а Mutex приходит для чего? Потому что все-таки это уже, ну, шарение каких-то ресурсов, да, получается. Вот, и поэтому он должен залочить ту очередь, с которой мы будем воровать. Мы своровали, но они по ходу начинают выполняться. То есть это и для первого тредика зашибись, потому что он не простаивает, и для второго, потому что его подразгрузили. И вся вот эта история называется work stealing. Ну, то есть, по сути, кража работы. И тут Mutex, он чуть реже нужен, потому что, ну, мы же не постоянно при каждом переключении его используем, а только вот когда вот мы в момент кражи. Вот она, та самая кража во благо. Все еще больше вечерело, и ситуация следующая. Кот решил разобраться. Давайте-ка, говорит, проясним, как сама очередь локальная устроена. Потому что это важный момент. Казалось бы, вот у нас на экране типичная программа, которую любят давать на собесах. У меня даже, кстати, ролик про это есть. Вот здесь где-нибудь вылезет, можете посмотреть. Тут уже исправленный вариант. Обычно ловят на том, что там wait group нет или что-то такое. Но тут все поправлено. По сути, тут просто запускается 5 горутин. Они там выводят числа 0, 1, 2, 3, 4 и все замечательно. Но тут есть маленькая правка. Тут есть такая строчка в коде runtime gomaxproc 1. То есть по факту мы используем лишь одно ядро, то есть один тред. То есть параллельности никакой не будет.
потому что все будут выполняться в одном треде. Но будет конкурентность. И поскольку горутина очень простая, свитчинга в момент выполнения не будет. Кажется, раз мы последовательно накладываем в очередь, она последовательно также и должна выполниться. И вывод будет 0, 1, 2, 3, 4. Но на самом деле вывод будет, сейчас я объясню какой. Вот у меня наши горутинки подъехали, чтобы запуститься. А вывод будет вот такой: 4, 0, 1, 2, 3. И кажется, как это так? Давайте разбираться. Смотрите, какие есть варианты очередей. Есть вариант FIFO. Первый пришел, первый ушел. Достаточно справедливый вариант, потому что, я тут так-то давно сижу, жду, надо бы мне уже тоже выполниться. Но с другой стороны есть LIFO. Первым пришел, последним ушел. То есть вот это стандартный вариант стека. В чем прикол стека? Скорее всего, горутина, которую последнюю в очередь кладут, она много общего будет иметь с той горутиной, из которой она создалась. Там, знаете, всякие замыкания могут произойти. У них есть какой-то общий кусок памяти. И поэтому свитчинг между этими горутинами будет дешевле. В среднем, скорее всего. И вот такую оптимизацию как раз таки и применили. То есть смотрите, в чем прикол. У нас есть одноэлементный стек, и все остальное в очередь кладется. По-моему, там 256 элементов влезает, а потом уже в глобалку перекидывать будет. И вот какая история получается. Первый элемент приходит, попадает сперва в одноэлементный стек. Когда второй элемент приходит, первый вытесняется в очередь обычную фифошную, второй становится на его место, и таким образом они смещают. И в нашем примере получается такая история, что 4 горутинки сместились в фифо, а последняя, пятая, она осталась в одноэлементном стеке. И выполнение как раз таки с этого стека и начнется. То есть вот он сперва идет, выполняется, выводится четверка, и только потом уже в обычной прямой последовательности выполняются остальные горутинки и печатают 0, 1, 2, 3. Красота. Кажется, все основные вопросики порешали, и кот сидит уже чилит себе в лаунж-зоне. Но неожиданно прибегает аналитик и говорит: это что еще за ерунда такая? У меня, говорит, из-за вашего Go Excel лагает. Кот присмотрелся к проблеме и говорит: зачем вы файлы-то по 100 раз открываете? Аналитик говорит: я не знаю, что вы тут мне говорите, я хочу, чтобы работало. Чинить, пожалуйста. Коту ничего не остается делать, кроме как собрать свою команду и порешать этот вопрос. Для начала небольшое лирическое отступление. Смотрите, в чем прикол. В Go, если кто не знал, можно встраивать сишный код. И вот этот вот закоменченный код — это сишный кусок кода. По факту это просто слип. То есть слип на секунду. И вот этот слип на секунду, он является системным вызовом. То есть вот этот сам таймслип. И мы его сгружаем в Go и делаем этот сишный вызов в бесконечном цикле. То есть мы начинаем плодить бесконечное количество горутин, которые таймслип вызывают. И вот эта программа, она по факту где-то создаст порядка 30 тысяч горутин. Вот на моем компе я так вот попробовал, и все сдохло. Потому что переизбыток какой-то возник. Хотя, казалось бы, 30 тысяч горутин — это ерунда. Код собирает команду и говорит: чуваки, у нас такая ситуация, смотрите, вот у нас может быть горутинка, которая системный вызов сделает. Тот же там есть таймслип, только в гошном уже варианте, да что угодно, файл откроют и так далее. И получается такая ситуация, что когда происходит системный вызов, гошный рантайм передает управление операционной системе. И дальше он в душе не знает, когда операционка ему вернет это управление. И по факту это может очень жестко подкосить вот эту очередь. Она просто залочится. Может, он через минуту отдаст, может через час, может через секунду, хрен его знает. Что делать? Кот опять вспоминает какую-то очередную собаку, с которой жил. Такая вот у него жизнь собачья. И говорит: знаете, у меня другие хозяева, когда кормили, говорит, меня, собаку-то, она могла все сожрать, всю мою еду, и они, говорит, ее просто в другую комнату запирали. И говорит, давайте сделаем так же. Коты поняли, говорит, команда создать тред. Создается, отдельный тред операционки, и туда убирается эта горутина. Она там отдельно себе тусуется, что-то там с ней происходит, она там ждет это, когда операционка отвиснет, все это вернется в управление, и тогда уже можно ее будет назад закидывать в работу планировщика. Но вопрос, куда ее закидывать? И тут появляется такая сущность, как глобальная очередь. Вот в нее-то мы и закинем. Мы в нее просто закидываем, но в глобальной очереди возникает резонный вопрос: а кто меня разгребет-то, ребят? Они такие: знаете, мы тут придумали регламент такой, что... Смотри, говорит, если у тебя в локальной очереди есть горутинки, ты их выполняешь. Если они закончились, то ты смотришь у соседей, у какого-нибудь там на рандом воруешь половину горутин и кайфуешь, выполняешь. И только если у соседей никаких нету, то мы такие: окей, так и быть, мы из глобальной очереди что-нибудь возьмем. Точнее, не что-нибудь, а все. И глобальная очередь делает резонный вывод, что, походу, все. На меня плевать, я могу забить. Хрен до меня когда дойдет. Сами посудите. Всегда наверняка у каких-то соседних там этих П будет чем поработать, чем поживиться и так далее. И поэтому решили придумать небольшой хак, чтобы не голодала глобальная очередь. Появился такой magic number.
1/61. Вот прикиньте, короче, гурутинки, они же свитчатся в локальной очереди друг между другом, да, там работают какие-то миллисекунды, чуть-чуть поработала одна, переключилась на другую, это переключилась на третью, на четвертую и так далее. И вот каждый такой момент переключения можно считать тиком, или тактом, или как угодно. Каждый 61-й вот этот тик-такт мы смотрим не в локальную очередь, а в глобальную. Вообще не важно, что происходит, там есть, нет, просто смотрим туда. Вот, и выгребаем оттуда гурутинки. И почему 1/61? Ну, просто такое большое, простое число, чтобы там не сильно совпадали пересечения, когда одна локальная очередь смотрит в глобальную очередь и вторая. Ну, короче, поняли. Так удобно. И тогда вроде как получше все это происходит. Ну, код говорит, окей, системными вызовами мы вроде как порешали. Они там отдельно будут сидеть. Но только важный момент стоит учесть. Если мы, вот как в нашем примере с сишкой, вот так вот будем таймслипы плодить, то получается мы на каждый вызов гурутины системным вызовом, мы будем плодить тред. И, короче, когда мы сишный код импортировали, такое прокатывает, потому что, ну, это немножечко в обход идет гошного рантайма, да, и там вот действительно будет создаваться 30 тысяч тредов, и все будет умирать. Но в гошке тут все чуть более хитро. Изначально просто делается какой-то тред-пул на какое-то ограниченное количество тредов, и они просто будут переиспользоваться. Разумеется, все это будет подтормаживать, если вы будете бесконечно хреначить там открытие файлов, потому что, ну, если тред-пул выжран, допустим, там 5 тредов, да, они все заняты, то остальные просто себя ждут. Ну, то же самое, как там какой-нибудь PG-баунсер в Postgres. Но что же делать с сетевыми вызовами? Код такой, ну, давайте хоть тогда и с сетью сразу порешаем. У котов, кстати, другая сразу сеть на уму, они тут на рыбалку собрались. Но нет, мы все-таки о сетевых вызовах. И прикол-то в чем состоит? Если мы сетевые вызовы будем рассматривать тоже как какие-то вот эти системные вызовы, которыми они, конечно, являются, то вы же с ума сойдем. Прикиньте, вот этот тред юзать, тред-пул, там все лагать будет. Как мы будем обслуживать миллионы там РПС, которые летают через наши дивные микросервисы? Непонятно. К слову говоря, у меня же есть свой курс по разработке микросервисов на Go. Ну и напоминаю, что он, новый поток, стартует где-то, наверное, в середине июня. А пока можно по ссылочке в описании перейти, почитать программу и предварительно записаться, чтобы потом ничего не пропустить. Вот, и надо как-то отдельно все это дело предусмотреть, потому что Гошка же для бэкэнда рассчитана. И тут, короче, появляется такая штука, как EPOL. EPOL — это, по сути, такая асинхронный механизм обслуживания сетевых вызовов в Linux. В Windows своя реализация, в Mac своя, но вот это линуксовая, EPOL. И в Go есть абстракция, которой обтянули этот EPOL. Называется она NetPoller. Суть, короче, какая? У нас появляется гурутинка, которая сетевой вызов совершает. Ну и сетевой вызов — это же какая такая? Сам сетевой вызов совершить фигня, а вот какой-нибудь ответ ждать — это уже чуть подольше. И чтобы очередь не блочить, закидываем гурутинку, которая ожидает там какого-нибудь ответа из сети, в EPOL. Ну, в NetPoller, в гошной терминологии. И он там висит, просто висит. Висит, ничего не делает, ждет. То есть это пассивное такое ожидание, то есть он ничего не делает. И как только ответ приходит, EPOL так устроен, что он просто триггерит нужную гурутинку, что типа, чувак, проснись, к тебе пришел ответ. И тогда уже гурутинка, получив ответ, она понимает, что дальше может выполняться, и ее закидывается в глобальную очередь. Ну и глобальная очередь уже сообщает, что ты попала вот, тебя хрен кто заберет. Ну, на самом деле мы помним, что все-таки заберут. Ну и все, типа, все это будет достаточно шустренько работать и позволит нам делать дивные микросервисы. И код после всех этих невзгод и сложностей наконец-таки получает Нобелевскую премию за эту гениальную разработку абсолютно, которая взорвала мир интернет-разработки, бэкэнда и прочего. И вот салюты, академики в восторге, ему зачем-то дают Оскара. Ну, коль традицию завел, надо ее соблюдать. Сегодня в ролике передаю привет Омскому метро и всем жителям Омской и Омской области. И он уже все теперь окончательно лежит и чилит. И тут к нему приходит команда и говорит: босс, ну как мы дальше-то без вас? Как мы дальше-то будем развивать продукт? Он говорит: ребята, не паникуйте, я обо всем позаботился, с вами будет мой кореш. Его зовут Сисмон. Ну или, если расшифровать, то System Monitoring. И он, знаете, будет следить за несколькими вещами. Во-первых, он не даст вам работать долго, work-life balance, все дела, не дольше 10 миллисекунд. Ну и мусор вы свой от него не спрячете. Но если серьезно, то Сисмон — это просто отдельная гурутинка, которая сидит и следит, во-первых, за сборщиком мусора, чтобы его вовремя запускать, а во-вторых, до какой-то там версии, по-моему, 1.14, в Go была многозадачность кооперативная. То есть гурутины сами решали, когда они дадут управление другой гурутине. Но это чревато было своими последствиями. Там можно было намутить какой-нибудь бесконечный цикл, и эта гурутина бы никогда не отдала управление, потому что там не было бы сейфпоинтов и так далее. Осталось кооперативной, но добавили еще вытесняющий элемент в виде этого сисмона. То есть если сисмон видит, что какая-то там гурутиночка застряла, он говорит: ну,
пора бы на выход, там другие ждут. Но он, конечно, так не сикил какой-нибудь говорит, да, что типа давайте мы вас принудительно вышибем отсюда, а так более-менее мягко, что давайте на выход, пожалуйста, там сейфпоинт какой-нибудь найдите и давайте топать. Ну и все, Сисмон компенсирует отсутствие Коткинса.